Здравствуйте! С вами вновь Лариса Левинская. Скажу откровенно, что идея записать сегодняшнее видео возникла у меня спонтанно, как говорится, утром за чашкой кофе, за чашкой чая точнее, в моем случае. Были сомнения, кому нужны эти откровения на камеру, тем более всем хочется выглядеть гламурно, в лучшем свете. Тут придется представить без макияжа, не самый лучший период в жизни, что касается внешности. С другой стороны, убедить меня в том, что все-таки это видео стоит записать, убедила меня в этом моя вчерашняя переписка в Одноклассниках с одной из дистрибьюторов компании. Девушке жирная кожа, интересовалась, какой тональный крем я бы посоветовала. Да, на зимнее время плацентарка было бы неплохо, тональный крем из этой серии, но в летний период, в теплое время года однозначно либо BB-крем, CC-крем, ну, в крайнем случае крем-пудра из серии City Chic. Но больше всего советовала ей все-таки BB-крем. Цена дорого, мои аргументы оказались неубедительными. Хотя видео об этом BB-креме я уже записывала со своими восторгами, со своими впечатлениями. И вот я для этого все это рассказываю предварительно, для того, чтобы вы поняли, что не очень легко мне было решиться на запись сегодняшнего видео с откровениями. Но потерпите, я надеюсь, что мой опыт вам пригодится, и вы сами убедитесь, насколько эффективен BB-крем компании Tiande в действии. Итак, внимательно посмотрим на мое лицо. Да, есть возможные, невозможно 100%, есть следы усталости. Время сейчас 17:30. Макияж был нанесен утром в 7:30, в 7:30. Прошло больше 8 часов, макияж держится на лице. Но не об этом тема видео сегодняшнего. А дело в том, что я, так же как и многие из нас, особенно свойственно девушкам, особенно весной, часто делаем, а потом думаем, что же мы сделали. В данном случае у меня, тоже из предыстории, неожиданно в самый неподходящий момент, накануне важной встречи, выскочил ячмень на глазу. Начинались первые признаки ячменя. Это касается левого глаза. Так как помню, что мне всегда помогает при герпесе, при первых появлениях герпеса моментально проходит, использовала алунит. Да, наш чудесный алунит. Все вы его знаете, все вы его любите. Ну, достаточно было один раз помазать. Но я не учла тот факт, что кожа вокруг глаз, она очень нежная, в 10 раз тоньше кожи лица. Конечно, моментально я сожгла эту кожу. На утро я увидела эффект применения. Это была одна проблема. Красное темное пятно под глазом, перекошенное лицо несколько. Ну, буквально через несколько дней вторая проблема. Это я сейчас так с юмором об этом всем говорю. Вторая проблема заключалась в том, что после длительного ремонта, когда мастер периодически ложился в больницу, запенивал новую ванну, чтобы она держала тепло, в общем, куча воров, целая история затянулась с ванной на месяц. Наконец-то мне установили ванну, я еще при этом испытывала простуду некоторую. Чувствовала, что какое-то предпростудное состояние. Я нагрелась, налила себе побольше горячей воды. 20 минут в этой ванне я прогрелась основательно. Каково же было мое удивление, когда на утро я встала вот с такими вот огромными темными пятнами под глазами. Я думала, что, может быть, сердце дало себе знать. Нет, это не было сердце, оказалось. На второй день и на третий день опять были темные круги под глазами, жуткие. Это просто я перепарилась в ванной и сожгла себе кожу. Правый глаз по прошествии почти 2 недель как-то потихоньку уже проходит. Левый глаз — это будет страшное зрелище, ибо кожа сожженная, огромные глубокие морщины, не свойственные моим глазам. С близкого расстояния смотреть на это не очень приятно, поэтому для слабонервных прошу удалиться. Дело в том, что я буду сейчас делать не макияж, и вы увидите, какой эффект скрывает BB-крем, тот самый BB-крем, который я так очень хорошо хвалила. Для начала расскажу, как я его использовала. В данном случае я на проблемная зона нижнего века наносила хорошим таким качественным слоем BB-крем. Затем делала макияж и наносила нашу любимую жемчужную пудру. Но наносила я очень, конечно, с умом, используя широкую кисть для макияжа, стряхивала все лишнее и все лицо, как обычной пудрой. После того, как нанесла макияж, еще раз для закрепления эффекта использовала BB-крем. Уже после этого пудру я не наносила. Итак, я благодарю вас за внимание, что вы дослушали все мои злоключения. Возможно,
у вас мозг включается чаще и лучше, а вдруг вы тоже можете оказаться в подобной ситуации, когда неожиданно какая-нибудь аллергическая реакция возникнет, а утром надо общаться, выходить в свет, общаться с людьми, сидеть 2 недели дома втихаря, не выходя никуда на улицу, ждать, пока кожа за 28 дней обновится, это непозволительная роскошь в наше время. Итак, что я делаю? Я сейчас продемонстрирую, как это все выглядит без макияжа, без использования BB-крема компании Tiande. Использую мицеллярную воду для хорошей качественной чистки, использую самый обыкновенный спонжик, причем расслоила его. Я смачиваю спонжик мицеллярной водой. Зрелище, говорю сразу, не для слабонервных, поэтому будьте готовы, что это не очень хорошо. Вот этот правый глаз, который пострадал только от действия ванны, то есть распаренная ванна только на него действовала. Ну, вот сейчас я не буду демакияж всего лица делать, только нижнее веко, может быть немножко туши захвачу, несколько раз, чтобы уж точно все слои BB-крема и жемчужной пудры убрать с лица. Так, это у меня один глаз. Теперь то же самое делаю со вторым глазом. Чувствую, пощипывает конкретно. Даже на здоровой коже, когда используешь мицеллярную воду, такое легкое пощипывание есть. Поэтому, конечно, тоником нужно будет протереть лицо. А вот теперь самый пострадавший левый глаз, который я стараюсь тщательно скрывать все уже вторую неделю от окружающих. Знаете, самое главное, что скажу, что настолько эффективно средство вот это вот, при умелом правильном нанесении, никто даже не заметил, даже не поинтересовался, что у тебя с глазами, что произошло, что случилось. Абсолютно. Итак, самый убийственный левый глаз. Чувствую эту уже засыхающую корочку, эти глубокие морщины. Надеюсь, что я не останусь с этими морщинами до конца своих дней. Сейчас примерно вот так вот. Сейчас я надеюсь, что вы увидите разницу. Я как бы могу еще контрольный снять. Еще третий спонжик использую. Конечно, дай бог, что вам не приходилось вот такими 2-3 слоя использовать BB-крем, когда нужно замаскировать конкретные серьезные недостатки на коже. Но все может быть. Все мы ходим под Богом, все может быть. Я вот так вот уже для окончательно контрольного дела. И вот теперь сравним результаты так называемый до нанесения BB-крема на лицо. Я надеюсь, что вы видите эту чудовищную картину. Для меня было определенным мужеством и смелостью такой поступок записать сегодняшнее видео. Я надеюсь, что число подписчиков моего канала от этого не уменьшится. А что я делаю для того, чтобы вылечить, ускорить процесс заживления? Конечно, я не сижу без дела. И для этого я чередую. Наношу на нижнее веко наш любимый алтайский талисман, небольшую горошинку, и нашу любимую Volupta Plus. Гель-лубрикант, интимный гель по-разному его называют. Пантенол содержит, заживляет отлично, не хуже, чем алтайский талисман. Еще раз спасибо за внимание. Я надеюсь, что я вас не разочаровала своим откровением, и, возможно, мой опыт будет вам полезен. Пользуйтесь BB-кремом, хватает очень надолго, месяца на 4, может на 5. Помогает вот даже в таких, как у меня, экстремальных ситуациях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И вы всегда будете в курсе ответов на самые различные вопросы по теме красоты и здоровья. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!